Давным-давно в одной из многочисленных галактик межгалактический автономный корабль под знаменем Мандалора завершил свое многовековое путешествие, достигнув орбиты планеты КС-1307. Местные аборигены, разумные обитатели планеты, называли ее Наутен. На борту корабля только что закончился Великий Совет Старейшин, на котором большинством голосов было принято решение вступить в контакт с жителями этой планеты. Проанализированные данные о планете и ее обитателях открывали новые надежды для членов экипажа и пассажиров флагманского корабля. Для успешного контакта с аборигенами на Совете Старейшин было решено преподнести жителям планеты Наутен великий дар в виде моста между двумя континентами. Это был новый путь. В зале старейшин только что закончился Великий Совет. Присутствующие на нем 5 старейшин по очереди покидали зал. Последним должен был выйти наместник, однако неожиданно сфера взор засветилась и по залу пронеслось. «А вас, наместник, я попрошу остаться». Двери в зал старейшин закрылись, оставив наместника наедине с искусственным интеллектом. Остальные старейшины не удивились такому ходу событий, так как наместник часто оставался в зале старейшин наедине с бортовым компьютером. Это было его рабочее место. Жрец и мастер пошли по своим делам, готовить обращения для экипажа и пассажиров о грядущих событиях. Канцлер подошел к адмиралу и попросил уделить ему немного времени. «Нам нужно кое-что обсудить, адмирал. Давайте немного прогуляемся и поговорим», — предложил канцлер. Адмирал одобрительно кивнул в ответ. Не спеша они пошли по территории огромного корабля, тихонько разговаривая друг с другом. На протяжении 5000 лет путешествия ничто не менялось в обстановке на корабле. Освещение сменяло день на ночь, поддерживая режим дня, комфортная температура, размеренность и стабильность во всем. «Много вашего времени я не займу, да и заблудиться в закоулках корабля у нас с вами не получится», – пошутил канцлер. «Конечно, мы с вами еще в детстве изучили весь корабль», – ответил адмирал. Адмирал явно был воодушевлен грядущими событиями. Еще бы, он думал о том, что наконец-то настал тот великий момент, к которому они готовились всю свою жизнь. Ему и еще 4 отобранным детям были открыты знания о проекте «Чистый лист». Они единственные из всех обитателей корабля, занявшие должности членов Совета Старейшин, застали этот момент при жизни. История творилась здесь и сейчас. Автором секретного проекта «Чистый лист» был сам Мандалор Наивысший. По его приказу, втайне ото всех, был создан этот огромный корабль-ковчег, который назвали «Императрица». Совершенная, полностью автономная космическая система, собранная из 6 дредноутов типа Кондосии, которые соединили вместе в форме шестигранника, представляла собой своеобразную искусственную планету, созданную для спасения расы истинных мандалорцев – таунгов. Вооружен корабль был минимально, потому что его основным предназначением было создание полной автономности для длительного путешествия между галактиками и выживания. Изначально весь флот корабля состоял из 100 боевых дроидов «Василиск», 10 штурмовых кораблей типа «Джехавиир» и 20 десантных кораблей типа «Шаадлар». Корабль закрытого типа, в котором тысячелетиями могла не просто поддерживаться жизнь экипажа, но и были созданы идеальные условия для размножения и сохранения всего живого. Космическая система «Императрица» – огромный и амбициозный проект, который получился не только функциональным, но и очень красивым. Канцлер в это время тоже предавался воспоминаниям. Он вспоминал о древней легенде, в которой рассказывалось о первой неудачной попытке исполнить первоначальную миссию на планете Ксену, в которой, по записям, были безвозвратно утрачены 5 штурмовых кораблей, 11 десантных кораблей и 73 дроида Василиска. Первоначальная миссия была полностью провалена. После этого провала вернуться в родную галактику не представлялось возможным, маршрутов в гиперпространстве не было.
Но древние знали, на что шли. Именно тогда старейшинами было принято решение на максимальной скорости двигаться в сторону планеты КС-1307, которые местные называют Наутен. «Что вообще за название?» — думал канцлер. «А вдруг наша миссия так же, как и первоначальная, потерпит фиаско? Что тогда? Полетим к другой планете? Да лучше бы сразу полетели, тут все понятно, стабильно, взвешенно и равномерно. Этот корабль, по сути, наш дом. Здесь родились и умерли целые поколения наших предков. Но нет, нам вот выпала такая великая участь». Идя в задумчивости через запутанные коридоры корабля, они попали в зал мастера. Это было огромное помещение с высокими потолками, стены которого сверху донизу занимали полки и ящики под кодовыми замками. На полках лежали инструменты, а внутри ящиков хранились запчасти. В центре зала стояло 2 разобранных десантных корабля. 2 команды подчиненных мастера проходили очередную тренировку по сборке и разборке корабля на скорость. Тренировки проходили постоянно в целях закрепления навыков. Канцлер и адмирал прошли через зал мастера и через очередь коридоров попали в зал адмирала. В этом зале располагалось тренировочное вооружение и макеты для совершенствования навыков боя. В этот момент подчиненные адмирала тренировались разбирать и собирать вооружение. «Когда-то и мы с вами тоже бывали тут ежедневно», — сказал канцлер. «Эти необходимые навыки нам прививали с детства. Пойдемте к источнику, канцлер, там и поговорим спокойно», — ответил адмирал. Прогуливаясь, они дошли до центра корабля, называемого «Источник». Огромная емкость, представляющая собой сферический резервуар с водой, находилась в центре шестигранника, в виде которого была спроектирована императрица. Они подошли к иллюминаторам, через которые открывался потрясающий вид. Гигантская цистерна источника была наполнена прозрачным льдом, в центре же была вода, в которой плавали рыбы и росли разнообразные водоросли. Захватывающее зрелище, открывшееся перед ними сквозь центральные огромные иллюминаторы, представляло собой по сути замкнутую водную систему, подобную гигантскому аквариуму. Источник был наполнен льдом из рек планеты Наос, на орбите которой и строилась императрица. Резервуар специально заполнялся льдом, чтобы в открытом космосе не допустить разрыва оболочки при замерзании воды. Источник был не только запасом воды, но и выполнял важную функцию. В его центре располагался водно-водяной ядерный реактор, обеспечивающий энергией и кислородом весь корабль. Постепенно в центре источника лед превращался в воду. Выяснилось, что вместе со льдом в источник были случайно занесены разные виды рыб и водорослей, которые оттаяли и создали свою экосистему. Например, в источнике прекрасно себя чувствовали такие виды рыб, как наосский острозуб и иглобрюхий угорь. Острозуб во всей старой галактике считался деликатесом, а иглобрюхий угорь был страшно ядовит и требовал особого приготовления. Термическая обработка иглобрюхого угря на доли секунды больше или меньше делали эту рыбу смертельно ядовитым лакомством, от которого не было противоядия. Но подчиненные жреца научились и этому. В резервуаре развивались растения и речная флора. По сути, это было замкнутое море со своей гравитацией и экосистемой, и водоросли, и рыбу обитатели корабля употребляли в пищу. Да, мы жили размеренной жизнью, обучение, тренировки. Теперь, похоже, это в прошлом, задумчиво произнес канцлер. Мы ждали этого момента всю жизнь. Это наша главная миссия. Поколения наших предков только мечтали об этом, не доживая до этого момента. А у нас такой шанс. Мы будем творить историю, с воодушевлением произнес адмирал. Жили стабильно, а теперь впереди одна неизвестность. Откуда мы возьмем этот мост? У меня все ресурсы рассчитаны, контролируется численность экипажа, вода, еда, воздух, все рассчитывается. У меня нет ресурсов, чтобы строить этот мост. У нас замкнутая система, ответил канцлер. Нужно что-то придумать, это очень важно, сказал адмирал. Да знаю я, но где взять то, чего нет?
Не обшивку же разбирать. Мост на 3 километра — это не шутка. Послушай, а если использовать несколько десантных кораблей? Подчиненные мастера смогут их потом собрать по кубикам, как в детстве конструктор? Спросил канцлер. Рискованно. Флагман останется практически беззащитным, мы лишимся флота, ответил адмирал. Ты же сам докладывал, что по полученным данным в проливе, разделяющем материки на этой планете, водятся какие-то ужасные твари. А если вдруг они начнут нападать на нас, то мы сможем и лазерные пушки использовать, задумчиво сказал канцлер. А если мы потеряем несколько кораблей, или все сразу? Это же будет полным провалом, засомневался адмирал. Ты же был на таком энтузиазме. Это же то, чего мы так долго ждали. Может, стоит тогда рискнуть? Тем более других ресурсов для такой масштабной конструкции попросту нет, ответил канцлер. Да, я действительно этого очень долго ждал. Ты прав. Стоит рискнуть. Мы обеспечим прикрытие Василисками и организуем безопасную посадку, согласился адмирал. Тогда я сейчас же отдам распоряжение начать разборку кораблей и строительство моста. Мне будут нужны карты ландшафта, чтобы спроектировать этот мост. Я планирую использовать двигатели, и тогда мы сможем опускать и поднимать мост. Он будет не только переправой, но и оборонительным десантным кораблем на основе наших 5, ответил канцлер. Решено. Таков путь. Пожимая друг другу руки, они услышали в своих шлемах голос наместника, сказавшего одно слово. Во время описанных событий в зале Совета Старейшин, после того, как перед наместником закрылась дверь, произошло следующее. Взор молчал, и наместник подошел к иллюминаторам в зале Старейшин и посмотрел на такую далекую и близкую планету Наутен. «Что же нас там ждет?» — думал наместник. Он волновался, хотя и старался не подавать вида. Молчание затягивалось, и наместник понял, что взор опять анализирует поступившую и поступающую с планеты информацию. Что-то явно было не так. Взор явно узнал что-то новое. Его долгое молчание говорило само за себя. Это нервировало наместника. Минуты складывались в часы ожидания. Наконец зазвучал голос Взора. Он был совершенно другим наедине с наместником. Наместник, сообщаю вам, что сегодняшнее заседание Совета Старейшин будет засекречено вне зависимости от успеха или провала выбранного вами пути. Все 5 старейшин, канцлер, жрец, адмирал, мастер и вы, наместник, будете представлять наши интересы и попытаетесь установить контакт с представителями планеты Наутен. При удачном стечении обстоятельств у вас есть шанс избавиться от вашего бремени. Если что-то пойдет не так, если кто-то из вас или членов экипажа погибнет, ни в коем случае не давать даже приближаться к трупам местным аборигенам. И еще раз, аборигены не должны прикасаться к трупам экипажа ни при каких обстоятельствах. Для недопущения этого разрешаю применять любое оружие и уничтожить источник угрозы. Знайте, если что-то пойдет не так, ваша смена готова. В случае провала новые старейшины встанут на ваши места, но у них не будет доступа к этой информации. О том, что обсуждалось на этом совете, должны знать только те, кто присутствовал на нем. Доведите до всех старейшин. Тот, кто нарушит обет молчания, будет моментально уничтожен. Я вас слышу и вижу всегда, в любое время. Взор замолчал и вернулся к своему обычному состоянию. Двери зала старейшин тут же раскрылись.
Наместник в задумчивости покинул зал, на ходу переключив систему связи на зашифрованный канал, доступный только членам Совета, и произнес: «Амерта». Это кодовое слово, обозначавшее обет молчания, не сулило ничего хорошего всем тем, кто его услышал. Продолжение следует.